Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как отремонтировать фонарь Convoy M3, если выключается турборежим через 1 секунду после его включения. У меня есть такой фонарь фирмы Convoy M3. Имеет хорошую мощность, водозащищенный, но появилась одна проблема. При включении турборежима он переходит в первый режим защиты. Включаем максимальный режим двумя короткими нажатиями на кнопку включения. И через секунду он переходит в первый, самый слабый режим. Все остальные режимы работают как положено. При такой неисправности необходимо в первую очередь проверить напряжение на аккумуляторе фонаря. Если оно будет ниже, чем 3,5 вольта, то включается защита и фонарь не выдает турборежим. Достанем аккумулятор и проверим его напряжение. Я использую высокотоковый аккумулятор емкостью 6200 микроампер-час. У него напряжение 3,7 вольта рабочее. Но желательно, чтобы напряжение было выше, чтобы работал турборежим на фонаре. С помощью вольтметра мы проверим, какое же напряжение на аккумуляторе в данный момент. Выставляем переключатель на замер напряжения до 20 вольт постоянного тока. И проверим, какое же напряжение. Напряжение 4,17 вольт, что является нормой. На следующем этапе необходимо проверить, как подключены контакты на пружинках на нижней и на верхней, которая находится здесь. Открутим среднюю часть корпуса, чтобы добраться до драйвера фонаря. Здесь есть такая пружинка, которая выполнена из латуни или из металла. В разных версиях она имеет разный материал. С помощью магнита проверим, из чего выполнена эта пружина. Пружинка не магнитится, значит она выполнена из бронзы, а не из обычного металла. Если она будет выполнена из обычного металла, то здесь необходимо, чтобы был шунт, который припаивается от платы до верхней части пружины. Здесь его нет. Теперь проверим, из чего выполнена нижняя пружина. Она немножечко магнитится, значит выполнена из латуни. И здесь есть шунт, который оторвался. Как видите, красный проводок оборван. Он очень короткий, поэтому, возможно, он и оторвался. Также необходимо открутить это стопорное кольцо и добраться до платы с пружиной, для того, чтобы ее проверить. Возьмем съемник стопорных колец и открутим это стопорное кольцо на плате пружины. Как видите, здесь есть такая маленькая плата с пружиной, на которой сзади находится два контакта из олова. Со временем это олово проседает, и необходимо шайбу подтягивать для того, чтобы был хороший контакт с этой крышкой. Некоторые люди меняют эту плату с пружиной на цельную металлическую пружину, но я заменю провод шунта и сильнее затяну стопорное кольцо, для того, чтобы эта пружина хорошо касалась крышки. Я удалю старый провод шунта. Как видите, кусочек провода шунта очень тоненький, и он обрывается при движении пружины вверх и вниз, когда мы ставим аккумулятор. Поэтому я сюда установлю провод подлиннее, медный, и намотаю его по спирали,
чтобы он не порвался. Я возьму кусочек медного провода длиной 3 сантиметра. Заложу один край, припаяю его до нижней части платы, а затем закручу по спирали и припаяю до верхней части пружины. Припаяем его до нижней части пружины. И закрутим проводок по спирали вдоль пружины, чтобы она больше не ломалась. Вот таким образом. Заладим вторую сторону провода оловом. И припаяем провод к верхней части пружинки. Как видите, теперь шунт провода стал длиннее и иметь пружинообразную форму. Теперь при нажатии пружины он не оборвется, потому что есть запас провода и он не натягивается. Осталось поставить эту пружину с платой на свое место и проверить, как работает фонарь. Устанавливаем плату с пружиной на свое место, так чтобы эти контакты плотно прижимались к днищу этой крышки. И закручиваем стопорную шайбу на свое место. Закручиваем с усилием, чтобы плата хорошо прижалась к основанию крышки. И можно проверить, как работает фонарь. Собираем фонарь в обратном порядке. Устанавливаем аккумуляторную батарею и закручиваем нижнюю крышку. И теперь проверим, как работает фонарь. Нажимаем 2 коротких раза на кнопку включения. Включился режим турбо, 4-й режим, который работает на 100% мощности светодиода. Вот проходит время, 1 секунда прошла, а фонарь все светит в прежнем режиме. Обычно фонарь выключается через 2,5 минуты автоматически, но так как я снял уже из него термопредохранитель, он будет светить очень долго. Сейчас на улице потемнело, и можно проверить, как работает режим турбо, на каком расстоянии на этом фонаре. Как видите, фонарь работает четко. Проверим работу всех режимов. Это первый режим, почти не видно. Поддержим, нажмем 2-й режим, 3-й режим и 4-й, самый мощный турборежим. Через 5 минут работы фонарь начал мигать, температура его уже довольно большая, и я попробую припаять еще один шунт на верхнюю пружину, чтобы он так не грелся. Припаяем одну часть провода к этому разъему, затем по пружине проведем провод и выйдем наверх. Вот шунт припаян до пружины, и проверим, как работает фонарь. Включаем 4-й максимальный режим турбо и подождем, как будет греться корпус фонаря. После такого ремонта и модернизации фонарь Convoy M3 перестал
выключаться на максимальном турборежиме. Но имейте в виду, что при работе с фонарем на максимальном турборежиме старайтесь его как можно чаще выключать, потому что он перегревается, а это негативно влияет на долговечность работы светового диода, а также драйвера платы. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как отремонтировать фонарь Convoy M3, если у него выключается турборежим. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!